Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы давным-давно работали. Смотрите, я буду рассказывать о ниточках, с которыми я сегодня работаю, а вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, подойдут под любую пряжу. Итак, новички, кто еще не вязал, смотрите, называется Alize Super Lana Classic. Идем дальше, читаем. По составу, смотрите, 25% здесь шерсти, так, и 75% акрила. И получается по метражу в 100 граммах 280 метров. И советует производитель брать крючок троечку, либо четверочку, в зависимости от узора, от плотности вязания. Сегодня у меня будет вот такой вот интересный длинный крючок. Называется он тунисский. Так. И я беру, получается, вот размерчик у него 3,5 миллиметра. Угу. Вы точно так же берете свою пряжу, точно так же читаете аннотацию к ней, подбираете крючок, чтобы все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте наберем, например, 5 раппортов, это 25 воздушных петелек, ну я буду набирать. И еще 4 петельки дополнительно, ну, чтобы красивый узорчик закончился, справа и слева одинаково. Итого я буду набирать 29 воздушных петелек, а вы набирайте сколько будет вам удобно. Не забывайте, что тунисский крючок мы держим как спицу, да, потому что иначе просто неудобно. Итак, далее все как всегда. То есть мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вот мой будущий образец. Далее получается, смотрите, вот у меня получается на крючке петелька. Я, смотрите, что делаю. Отсчитываю вторую петельку от крючка. Раз, два. И вот во вторую петельку нырнула, вытянула ниточку, держу на крючке. В следующую петельку нырнула, вытянула петельку на крючке. В следующую петельку нырнула, вытянула ниточку, петелька на крючке. И так далее я шагаю до конца ряда. Понятно? И набираю все петельки, которые у меня на крючке, получается, на цепочке, да, я их набираю на крючок. Аккуратненько. Давайте до конца ряда сами справитесь самостоятельно. Угу. Давайте встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали на наш крючок петельки. Сами себя проконтролировали, да, сколько петелек набрали изначально в цепочку, столько же петелек должно быть на крючке. Далее смотрите, что мы делаем. Берем вот так вот ниточку и провязываем одну петельку. Раз, крючок берем так, как вам удобнее. Ближе, дальше, не принципиально, да, как вам удобно. Дальше смотрите, следующее. Берем ниточку и теперь уже провязываем 2 петельки. Раз. Опять захватили ниточку, провязываем 2 петельки. Понятно? То есть самую первую провязали одну, а все остальные до самого начала ряда провязываем по 2 петельки. Ничего сложного. Договорились? Вот. И вот так вот шагаете, шагаете, шагаете аккуратненько. Самостоятельно. Давайте. Я вас в начале ряда встречаю. У вас должна получиться вот такая вот интересная гусеничка. Угу. Все, давайте, вы справитесь. Встречаемся в начале ряда. Так, смотрите. Вот по итогу, что у нас получается. Все ровненько, аккуратненько. 2 последние петельки мы провязываем точно так же. Вместе. Оп, захватили ниточку, провязали. Есть. Далее смотрите. Вот мы идем с вами по вертикальным капелькам, вернее по их передним стеночкам. Так. Итак, считаем петелька на крючке. Это 1. Следующую вот так вот захватили петельку. Считаем 2. Следующую петельку, поняли, да, за переднюю стенку беремся, захватываем ниточку, вытягиваем 3. Следующую петельку схватили точно так же 4. Вот как только 4 петельки мы взяли на крючок, смотрите, дальше идет 5-я петелька, и мы что делаем? Мы перед петелькой нырнули насквозь, захватили ниточку,
Мгм. И после этой же капельки, после нее нырнули насквозь и захватили ниточку. Понятно? Вот такая получится картина. Дальше опять у нас идут вертикальные, получается, наши капельки за переднюю стенку. Точно так же 4 петельки берем. Раз, два, три, 4. И как только 4 провязали, вот на следующая 5, да, идет. Мы перед ней нырнули насквозь, вытянули ниточку. И после нее насквозь вытянули ниточку. Понятно? Все. Вот как бы это особенность набора наших петелек. Давайте еще раз покажу. Итак, первые 4 петельки за переднюю стенку. Раз. За переднюю стенку. 2. За переднюю стенку. 3. За переднюю стенку 4. И как только 4 провязали, пятая, вот наша капелька, перед ней насквозь нырнули, взяли ниточку. И после нее насквозь нырнули, взяли ниточку. Понятно? Все. И давайте вот так вот до конца ряда набираете самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Несложно, давайте у вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали наши петельки на крючок практически до конца ряда дошли. Вот такая вот картина пока получается. Дальше смотрите, как мы заканчиваем. Вот я взяла, получается, 2 петельки, помните, да? Перед пятой петелькой и после. Далее у меня идут за переднюю петельку, стеночку. Раз, два, три, да? Вот эти мои петельки я набрала. И самую последнюю, получается, четвертую, я беру вот так вот за последнюю петельку и вытягиваю ниточку. Понятно? Вот. Вот так вот я провязываю как воздушную петельку, последнюю петельку. Дальше мы возвращаемся на начало ряда. Смотрите как. Вначале мы провязываем одну петельку. Раз. Угу. Настраивайся. Дальше смотрите, по 2 петельки. 2 петельки. Раз. 2 петельки. 2. 2 петельки. 3. Поняли, да? И смотрите, дальше у нас, видите, вот видно, как петельки идут, которые мы брали насквозь, да, ниточку. Мы провязываем их вместе. Первая, вторая, третья. Поняли? Идем дальше. Опять по 2 петельки. Раз, два, три, 4. А следующие, получается, петельки 3 вместе. 3. Раз, два, три. Понятно? Вот именно провязываем те петельки, которые мы брали насквозь. Поняли, да? Когда узорчик вырастет, и они будут заметны, видны и будут красивые. Опять по 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. Второй раз. 2 петельки. Третий раз. 2 петельки. Четвертый раз. И потом получается 3 петельки. Поняли? Все. И вот так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Встречаемся вот, вернее, не до конца ряда, а до начала, да? Давайте. Так, вот мы дошли до начала нашего ряда. Потихонечку что-то начинает преобразовываться, да, но еще непонятно. Итак, как мы заканчиваем ряд? Точно так же. 2 петельки провязываем вместе. Все, тут без особенностей. Далее, петелька на крючке. Опять шагаем по нашим вот этим вертикальным капелькам. То есть это считаем за первую петельку. Дальше за переднюю стенку взялись, вытянули ниточку. Получается вторая петелька, третья петелька, четвертая петелька. И как 4 петельки только мы набрали, дальше получается, вот видите, наша капелька вот такая идет. Получается, ну, ножка, да, правая ножка, левая ножка, так назовем. Мы ныряем насквозь, берем ниточку, вытягиваем. Получается, перед ножкой и потом после ножки насквозь вытягиваем ниточку. Понятно? Такая картина. Опять идут наши 4 вертикальные капельки. Беремся за передние стеночки. Раз, два, три, 4. Как только 4 провязали, вот наша получается капелька, 2 ножки. Перед ножкой нырнули насквозь и после ножки нырнули насквозь. Принцип понятен, да? То есть все то же самое, как в первом ряду, да? То есть вот таким вот образом вы набираете петельки. Давайте до конца ряда опять самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, что у нас начинает потихонечку вырисовываться. Так, вот такие вот вертикальные будут у нас полосочки. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и предыдущий. Получается, вот наши 2 петельки мы взяли, которые мы брали насквозь, да? Раз, два, 3 петельки взяли за переднюю стенку и
просто как воздушную петельку, да, вот ныряем в нашу последнюю петельку, так вот вытягиваем ниточку, оп, и ее, получается, провязываем одну, а далее, получается, по 2 петельки. 2 петельки, раз, 2 петельки, 2 и 2 петельки, 3. Как только мы это сделали, вот встречаем наши 2 петельки, которые мы набирали насквозь ряда, да, и их провязываем 3 петельки. Раз, два, три. Угу. Дальше опять 4 раза по 2 петельки. 2 петельки, раз, 2 петельки, 2, 2 петельки, 3, 2 петельки, 4. Как только сделали 4, следующие петельки у нас идут 3. Сразу же вместе провязываем. Оп, 3. Поняли, да? Вот. Ничего сложного. По итогу получается, видите, вот такие вытянутые капелечки. Все, давайте опять же к началу ряда самостоятельно доходите. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы, получается, провязали до начала нашего ряда. Вот у нас такая картинка начинает вырастать. Заканчиваем мы ряд точно так же. 2 петельки провязываем вместе. И все. И дальше все повторение. Опять первая петелька держим. Вторая петелька берем. Третья петелька берем. Четвертая петелька берем. Дальше получается около пятой петельки, вернее этих ножек, танцуем насквозь. Раз, насквозь, два. И все. И опять дальше пошли за переднюю стенку. Понятно? То есть первый ряд повторяется во всех рядах. А обратно возвращаетесь изнаночкой, вы уже знаете как. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится и как будет меняться ниточка, цвет ниточки. Мне интересно, как будут переходы. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Как вам? Очень простенько, несложно, но оригинально, интересно в копилочку ваших узорчиков. Однотонная ли пряжа, секционная ли пряжа, да? То есть вообще не важно. Вы можете даже менять просто ниточки. Несколько рядочков одним цветом, несколько рядочков другим цветом. Смотрите, какой интересный узорчик, да? Очень-очень простой. Красиво смотрятся столбики именно тунисским крючком в копилочку ваших узорчиков. Так, лицевая сторона. Смотрим, изнаночка. Все ровненько, аккуратненько. Да, вещь, получается, будет односторонняя. Ну и изнанку показать не стыдно, да? Если это будет летняя пряжа, то это летние вещи, топики, маечки. Если это будет демисезонная пряжа, кофточки, кардиганчики, да? Шарфики, снудики, почему бы нет? Очень мягкая получается. У меня вот это вот образец мой получился. Я думала, будет колом стоять. Нет, очень мягенький. И получается, если это будет более теплая, да, более ниточка толстая, то тоже будут такие колоритные, эффектные кофточки, кардиганчики, пальто, да, класс. Давайте замерим мою красоту сегодняшнюю. Я, получается, набирала 29 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это у меня получается сегодня, ну, вот 15 сантиметров с небольшим хвостиком, да, 15 сантиметров точно. А тут получается одна галочка, это 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Увлеклась, потому что ждала перехода цвета. Вяжется очень быстро и моментально свяжете любую вещь, которую вы захотите. Вот так вот в моем случае тянется. Практически не тянется. Вот так тянется чуть побольше. Из вашей пряжи тоже пробуйте, вяжите. Возможно, будет тянуться больше. Вот. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно связать. Нравится, как столбики выглядят. Вот. Сохраняйте себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Да? Не забывайте ставить лайки. Я надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний, темненький, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.